Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами очень нежным и в то же время выразительным и объемным узором. Он сочетает в себе изящные ажурные веточки и классические жгуты, образуя тем самым гармоничный рисунок, который идеально подойдет для вязания свитера, кардигана. Также красиво он будет смотреться в футболке и палантине. Свой образец я вязала из достаточно толстой пряжи. Это полушерсть. Здесь 150 метров в 100 граммах. И вязала я этот образец на спицах номер 4,5. Вот так он выглядит, если вязать его снизу вверх. Если же вы вяжете изделие от горловины, рисунок будет смотреться вот таким вот образом. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Рисунок очень изящный, нежный и красивый, но в исполнении он достаточно простой. Здесь используются такие приемы вязания, как убавление петель вправо и влево, накиды, жгуты, переплетение петель. Я в видео покажу, как я это делаю без дополнительной спицы. И лицевая и изнаночная гладь. Вот все приемы, которые здесь применяются. Как вы видите, для вязания такого узора подойдет пряжа очень разной толщины. И вот чем объемнее она, тем интереснее выглядит рисунок. Вот посмотрите, этот свитер связан из достаточно объемной пряжи, и насколько красиво и эффектно это выглядит. Я же вместе с вами буду вязать наоборот, из более тонкой пряжи, чтобы вы посмотрели и убедились, что в нежном, элегантном и тонком исполнении этот рисунок выглядит тоже очень интересно. Раппорт данного узора составляет 30 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, поэтому я набрала 34 петли. 30 это раппорт узора, 2 петли симметрии, они мне нужны будут для того, чтобы показать полностью вот эту часть рисунка, так как рисунок пересекает черту раппорта узора. В начале ряда я вот этот маленький хвостик провязывать не буду и не рекомендую его провязывать в изделии, потому что он будет ни к чему не привязан и, возможно, выглядит не очень привлекательно. А вот за счет дополнительных петель я полностью покажу этот рисунок, как он выполняется. Первый ряд. Кромочную переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее идет 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Мы провязываем с вами самый сложный ряд. Это первый ряд, когда задаем сам рисунок. Далее он становится интуитивно понятен. После 6 изнаночных идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, то есть первая дужка смотрит на меня, для того, чтобы петли не получались скрещенными. И провязываю их вот таким образом. Делаю накид, дальше идет 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, а вот при убавлении влево петли должны быть развернуты и вторая дужка смотреть на меня.
Это первое убавление. Дальше идет накид, второе убавление, накид и третье убавление двух вместе лицевой с наклоном влево. И 3 изнаночные петли. Раз, два, три. Одна изнаночная – это я закончила вязать раппорта, а 2 следующие – это петли симметрии, о которых я вам говорила. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Накиды в четных поворотных рядах провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, также провязываются четные круги по рисунку. Накиды, соответственно, провязываются лицевыми петлями. Думаю, здесь сложностей никаких не должно возникнуть, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю, далее 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 7 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля и симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные – это петли симметрии, не забывайте об этом, если вы вяжете на слух. Пятый ряд. Как видите, он начинается сразу с кусочка вот этой ажурной части. Я ее в начале ряда буду пропускать, а провяжу ее на петлях симметрии, чтобы рисунок выглядел гармонично. Итак, кромочную переснимаю, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 изнаночные, 2, 3, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я также меняю расположение петель, тех, которые нужно, потому что лицевая у меня неправильно расположена, а изнаночные правильно. Все петли я поменяла расположение и провязываю их одной лицевой петлей. Делаю накид, дальше идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 4 накида через лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, третий накид, лицевая петля, четвертый накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Также меняю расположение всех петель и лицевых и изнаночных на открытое, чтобы вторая дужка смотрела на меня, и провязываю одной лицевой петлей. Так как здесь я задействовала петли симметрии, то ряд у меня заканчивается просто кромочной. Седьмой ряд, и здесь я буду выполнять перекрещивание петель, формируя жгут. Кромочную переснимаю, провязываю 5 изнаночных петель. И вот 7 петель – это мой жгут. Жгут будет формироваться 4 на 3. 4 петли верхние и 3 будут идти за работой. Я предпочитаю формирование жгутов без дополнительной спицы, поэтому нить оставляю за работой. На правую спицу переношу 4 первые петли
не сильно натягивая рабочую нить. То есть я вот здесь придерживаю пальцем вязание, чтобы нить не натянулась, и провязываю 3 лицевые петли. Далее перед работой левой спицей я подхватываю 4 непровязанные петли. Они здесь очень хорошо видны. Они выделяются среди основного вязания. Подхватила. Все 7 петель я буду спускать, провязанные петли придерживать указательным пальцем, чтобы они не распустились. Я спустила с правой спицы все 7 петель, и за работой я на правую же спицу поднимаю уже провязанные 3 петли, а 4 у меня остаются на левой. И вот таким образом я выполнила перекрещивание петель. Далее я провязываю просто 4 петли. Если вы сильно натягиваете нить при перекрещивании объемных жгутов 4 на 4, 7 на 7, тогда нужно делать 1 или даже 2 дополнительных накида. Если же вы не натягиваете вот эту нить, которая остается в данном случае вдоль 4 непровязанных петель, тогда эти накиды делать не нужны, потому что петли получатся очень уж свободные. Итак, продолжаю вязание. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Дальше идет 3 лицевые петли. И повторяю все симметрично. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше идет 1 изнаночная петля и кромочная. В этом ряду я также задействовала петли симметрии. 9 ряд. Кромочную переснимаю. Далее 5 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых петель. 3, 4, 5. И повторяю симметрично. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные – это петли симметрии. В этом ряду я их уже не задействую в узоре. 11 ряд. Кромочную я переснимаю. Далее идет 5 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5. 7 лицевых. 3, 4, 5, 6 и 7. 6 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная петля и 2 изнаночные петли симметрии. Ряд заканчиваю кромочной. 13 ряд. Кромочная.
5 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7 и 5 изнаночных. 3 из них это петли узора и 2 петли симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочной заканчиваю вязание ряда. 15 ряд. Кромочную переснимаю, далее провязываю 5 изнаночных петель, а на 7 лицевых я буду выполнять косу. Нить за работой. В этом рисунке все косы смотрят в одну сторону. Можете влево, как я, можете вправо перекрещивать, кому как удобнее. Нить за работой. 4 первые петли я переношу на правую спицу. Слегка придерживаю нить, чтобы не стянулись петли, и провязываю 3 лицевые петли. Далее перед работой левой спицей я подхватываю непровязанные 4 петли. Все аккуратно снимаю и на правую спицу переношу провязанные петли за работой. И вот таким образом выполняется это перекрещивание. Провязываю 4 лицевые петли. Далее у меня идет 8 изнаночных петель. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И вновь выполняю перекрещивание, но уже над ажурным узором. Выполняю его точно так же. 4 первые петли переношу на правую спицу, придерживаю нить, провязываю 3 лицевые петли. Перед работой подхватываю непровязанные 4 петельки, чтобы их перекрестить. Меняю их местами вот таким образом и провязываю непровязанные ранее петли. Таким образом можно выполнять различные жгуты, даже самые объемные. И 3 изнаночные. На этом я закончила вязать раппорт узора. Далее провязываю 2 изнаночные петли симметрии и кромочную петлю. 17 ряд. Я повторяю рисунок только со смещением в пол раппорта, так как он выполняется в шахматном порядке. И сейчас я буду провязывать ажур над косами. Итак, 19 ряд, кромочную переснимаю, далее провязываю 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идет 6 изнаночных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 изнаночные, это я заканчиваю раппорт узора. И еще 2 изнаночные, это петли симметрии. Кромочной я заканчиваю вязание ряда. 19 ряд, кромочная, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
спустила петельку, такое бывает. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, последний раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 изнаночных петель, 2, 3, 4, 5, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7 и 5 изнаночных. 3 из них это я заканчиваю вязание раппорта узора, и 2 изнаночные это петли симметрии. Кромочной я заканчиваю вязание ряда. 21 ряд. Кромочную переснимаю. Далее идет 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Можете протяжкой провязывать, можете так, как я, провязывать простым способом. Это убавление. Далее накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 накида через лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 накид, лицевая петля, 4 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Также меняю расположение петель на открытое и провязываю 1 лицевой. Далее 3 изнаночные, 7 лицевых петель, 6 и 7 и 3 изнаночные. На этом я закончила вязать раппорт узора, провязываю 2 изнаночные петли симметрии и кромочную петлю. 23 ряд. Кромочную переснимаю, далее идет 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные петли. 1, 2, 3 и 4. Далее я выполняю перекрещивание, жгут 4 на 3. Для этого нить у меня за работой. Первые 4 петли я переношу на правую спицу. Кто пользуется дополнительной спицей, то эти петли перед работой находятся. Придерживаю нить и провязываю 3 лицевые петли. Далее вы возвращаете или с дополнительной спицы петли, или же если вяжете как я, то поднимаете 4 непровязанные петли на левую спицу, аккуратно все снимаете. Провязанные возвращаются на правую спицу, не провязанные остаются на левой. И вот таким образом выполняется это перекрещивание. После чего я провязываю 4 лицевые, которые не были провязаны ранее. Дальше идет 3 изнаночные петли. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной петлей. 25 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
5 лицевых петель, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 7 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 изнаночные. 2, 3. Я закончила вязать раппорт узора, провязываю петли симметрии и кромочную петлю. 27 ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6 и 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 7 лицевых, это петли косы или же жгута, и 3 изнаночные петли. Я закончила вязать раппорт узора, провязываю 2 изнаночные петли симметрии и кромочную. 29 ряд. Кромочная, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 изнаночные. Это я закончила вязать раппорт узора плюс 2 петли симметрии. И кромочная завершает вязание ряда. 31 последний лицевой ряд этого узора. Кромочная, 5 изнаночных петель, 2, 3, 4, 5. Далее идет жгут 4 на 3. 4 петли переношу на правую спицу, 3 провязываю и возвращаю на левую спицу не провязанные петли. Провязываю их в свою очередь вот таким образом. Я выполняю перекрещивание или же жгут. Дальше идет 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вновь провязываю жгут. 4 петли на правой спице, 3 провязываю и возвращаю на левую спицу непровязанные петли, чтобы их провязать в свою очередь. Вот так выполняется это перекрещивание. С моей точки зрения это намного удобнее, потому что у меня, допустим, дополнительная спица все время убегает. И 3 изнаночные петли, это я закончила вязать раппорт узора, 2 изнаночные, это петли симметрии и кромочная. Вот образец связан, так выглядит этот узор в хлопке, 280 метров в 100 граммах, и на спицах я его вязала номер 3,5. Образец связан, осталось его отпарить, провести ВТО, и можно приступать к вязанию обновки. Всем хорошего дня и до встречи на канале!